Всем привет! Сегодня приготовим очень вкусный рецепт из простых ингредиентов. Пирожки с рисом, очень нежное тающее во рту тесто и начинка из несладкой, очень нежной рисовой каши на молоке. Это финский рецепт карельских пирожков, и называются они пирожки для жениха. И традиционно такие пирожки готовились для жениха в день свадьбы. Начинку лучше приготовить за день до приготовления пирожков. Приготовим рисовую кашу. Нам понадобится примерно 65 грамм риса. Это 75 миллилитров. Рис промываем и высыпаем в кастрюлю. Вливаем 100 миллилитров воды. Ставим кастрюлю на огонь. Доводим рис до кипения. Добавляем 3/4 чайной ложки соли. И дальше варим на маленьком огне, чтобы рис впитал всю воду. И вот воды уже не осталось. Вливаем 500 миллилитров молока. Доводим до кипения. Затем уменьшаем огонь. И варим, помешивая на медленном огне до готовности риса. Начинка для пирожков готова. Она должна полностью остыть. Приготовим тесто. В большую миску просеем стакан 200 мл или 110 грамм муки, 3 столовые ложки или 35 грамм крахмала и чайную ложку разрыхлителя. Добавляем 125 грамм мягкого сливочного масла. Все хорошо перемешиваем. И под конец замеса потихоньку вливаем 100 мл холодной воды. Все тщательно перемешиваем. У нас в результате должно получиться очень мягкое тесто. Тесто нужно переложить в пищевую пленку и убрать в холодильник, чтобы оно охладилось и затвердело. Охлажденное тесто довольно твердое, но оно очень быстро размягчается и прилипает к рукам и скалке. Поэтому выкладываем на пергаментную бумагу, присыпанную мукой. Тесто также приминаем, присыпаем мукой и раскатываем тонким слоем. Вырезаем кружочки диаметром 10 сантиметров. Я использую для этого креманку. На каждый кружочек выкладываем немного начинки. Нож смачиваем водой, и начинку нужно размазать по диску. Формуем пирожки. При помощи кулинарного шпателя приподнимаем края каждого диска и загибаем к середине. Начиная с середины, вдавливаем край, делая пальцем сборку. Затем разворачиваем другой стороной и опять, начиная от середины, вдавливая пальцем, собираем второй край заготовки. Формуем красивые овальные пирожки вот такой формы, форма карельской калитки. Заготовки выкладываем на противень, застеленный пергаментной бумагой, и смазываем взбитым яйцом. Всего должно получиться 16 или чуть больше пирожков. Духовку заранее разогреваем до 225 градусов Цельсия и выпекаем пирожки в течение 15 минут. Готовые пирожки достаем из духовки и подаем их в теплом виде. Это необыкновенно вкусно. Пирожки просто тают во рту. Всем приятного аппетита! Сегодня мы приготовили пирожки с рисом
или карельские пирожки для жениха по финскому рецепту. Надеюсь, что вам понравится этот рецепт. Если понравилось видео, ставьте лайки, подписывайтесь на мой канал. И до следующих видео. Пока!